Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, а как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля? Реакторы РБМК, они до сих пор используются, они до сих пор в строю. Каковы риски создания условий аналогичной техногенной катастрофы тогда, сейчас? Как в этом плане? Ну, давайте смотреть. Реакторы РБМК, РБМК тысячные, если мы говорим именно о них, они строились серийно. Это второе поколение, недостаточное количество систем безопасности. Ну и, кроме того, были конструкционные ошибки, которые пришлось устранять. Я не думаю, что эти ошибки сработали бы вот в таком виде, в каком мы это видели 26 апреля 1986 года, если бы не организационное решение. В 70-е годы атомные электростанции из ведения Министерства среднего машиностроения передали Министерству энергетики. То есть работали не ядерные профессионалы, которые знают цену ошибки, знают, что такое инструкция и что может произойти, если ты ее не соблюдаешь. Работали энергетики. К сожалению, результат вот такой. Чем отличается реактор РБМК от теперь уже привычного нам водно-водяного реактора? Это одноконтурный реактор. Вода превращается в пар непосредственно в активной зоне и идет на турбину. Водно-водяной, если помните, в активной зоне замкнутый контур воды. Вода забрала температуру в теплообменнике, передала ее в воде, которая в активную зону не попадает, то есть нет наведенной радиации. Давление во втором контуре меньше, чем в первом, соответственно, вода во втором контуре просто закипает от такой температуры, превращается в пар, дальше пошла электрическая часть. Здесь он такой одноконтурный кипящий реактор. Реакторы такого типа есть. Реакторы такого типа есть, отвечающие условиям постфукусимского кодекса безопасности. Разработка совместного предприятия GE Hitachi, General Electric Hitachi. АСБВР, все лицензии получены, но ни один реактор так не реализован. Видимо, сказалось то, что в это время начали строить реакторы от компании Westinghouse AP-1000, были большие надежды на них, и GE просто осталось без заказов. Ну, а дальше пошла антиядерная истерия и так далее, и так далее. Дальше сланцевый газ и прочее, прочее. Но, тем не менее, проекты такие есть, и ни МАГАТЭ, ни государственный регулятор, а в Штатах достаточно жесткие, регулятор не считает, что это нечто из ряда вон выходящее. Тем не менее, на той волне настроения, которая сложилась в Советском Союзе после 1986 года, реакторы РБМК больше производиться не будут. Сейчас строятся только реакторы ВВР. Если говорить о том, как выглядит проект ВВР-1200, общее количество систем безопасности, которые на нем установлены, пассивные, активные, требующие участия человека, не требующие участия человека, работающие только при подаче электропитания, даже без него, 36 штук. Если говорить о сметной стоимости, которую, разумеется, никто вслух не называет, но такая средняя оценка, что не менее трети стоимости новых блоков атомных реакторов – это как раз система безопасности с улавливанием водорода, с ловушкой расплава и так далее, и так далее, и так далее. Но если говорить о вероятности запроектной аварии, она составляет 10 в минус шестой степени лет. То есть авария возможна один раз в 1 миллион лет. Если так сравнивать с РБМК, ну, наверное, в 20-30 раз более безопасная, чем изначальная конструкция РБМК. Но это если сравнивать с тем, что из себя представляли эти реакторы до 1986 года. После того, как Государственная комиссия изучила причины аварии, был внесен целый ряд конструкционных изменений в конструкцию тепловыделяющих сборок, и в конструкцию поглощающих стержней и так далее, и так далее. Такой характерный пример. Последние реакторы РБМК, которые строились, были построены в Литовской Советской Социалистической Республике в составе Игналинской атомной электростанции. РБМК 1300, тем не менее, мощность у них была 1000. Все остальное место было занято системами безопасности новыми. И то, что такие реакторы могут работать безопасно, мы видим на примере всех тех реакторов, которые продолжают работать. У нас самые
Первые реакторы РБМК строились в составе Ленинградской АЭС, их установили совсем недавно, они прослужили не 30 лет, а более 50, и, в общем-то, совершенно уверенно себя чувствовали. Что такое реакторы РБМК, если с экономической точки зрения? Они значительно дешевле, у них просто нет корпуса. А это самая дорогая, самая технически сложная часть, это специальные стали, это огромный вес. И если говорить о том, что какова предельная мощность для России реакторов ВВР типа ВВР, вот ВВР то и дальше уже не получится, потому что для дальнейшего наращивания мощности требуется увеличивать габариты, их не пропустят наши железные дороги. Нагрузка на ось, углы поворота и так далее, и так далее. Реакторы РБМК этим не страдали. Если бы потребовалось создать реактор РБМК 2000, то есть 2000 мегаватт, ничего выдающегося бы делать не пришлось. Так что с этой стороны даже немножко досадно, что такие реакторы ушли в прошлое окончательно и бесповоротно. Может быть, когда-то решение будет изменено, пересмотрено. Есть целый ряд специалистов Росатома, которые выступают за то, чтобы все-таки присмотрелись к этим реакторам. Эти реакторы, если мы смотрим, допустим, на те, которые работают в составе Ленинградской атомной электростанции, до 50% денежного потока – это не электроэнергия, а медицинские изотопы, которые нарабатываются там же. Реактор РБМК от ВВР отличается тем, что для смены топлива не требуется остановки реактора. ВВР для того, чтобы поменять топливо, необходимо остановить цепную реакцию, снизить давление, снять крышку, произвести замену. РБМК загружались на ходу. Перегрузочная машина, разумеется, автомат, манипулятор. Человек там находиться не должен, он не находился. А это означает, что если вместо ТВС поставить стержни с материнским изотопом, берем стабильный, нужен медицинский, необходимое время он пробудет в активной зоне, в нужное время он будет извлечен. Ленинградская атомная электростанция – крупнейший на планете производитель изотопа кобальт-60. Это материал для так называемых гамма-ножей для проведения противоонкологических хирургических операций на головном мозге. До 30% мирового рынка. При этом для того, чтобы бороться с российскими предложениями, в любом другом месте надо строить исследовательский реактор, а это минимум $500 миллиарда и достаточно серьезная по времени работа. Здесь ничего. То есть РБМК работает в режиме русской печки, которая и дом отапливает, и если вам надо чайничек вскипятить, поставьте, вам холоднее от этого не станет. Вот всей этой красоты больше не будет. Мы работаем на уровне реакторов поколения 3+, это маркетинговое изобретение французов. После того, как удалось у государственного регулятора защитить проект реактора EPR 1600, маркетологи компании Areva заявили, что это реактор поколения 3+, потому что у него появилась ловушка расплава. Запроектная авария, расплавившееся топливо не уйдет в грунт, оно будет поймано специальной конструкцией с жертвенным материалом, который все это на себя примет. Гениальное изобретение. 2006 год – дата защиты проекта EPR 1600 в государственном регуляторе Франции. Первый реактор с ловушкой расплава начали строить в 1997 году в составе атомной электростанции Тяньвань по российскому проекту ВВР 1000-428, разработан специально для сейсмоопасных зон. Но поскольку на тот момент это был не Росатом, а Минатом, в рекламу умели плохо. Мы не знали, что мы строим реактор поколения 3+. Но, тем не менее, вот такой уровень, который был значительно изменен, более высокие требования после того, как был проведен анализ аварии в Японии на атомной электростанции Фукусима. Ну и планета борется за разработку и реализацию проектов реакторов Generation 4, четвертого поколения, 6 различных направлений технологии. Первые реакторы четвертого поколения построены в Советском Союзе в 1979, по-моему, году, если память не изменяет. Назывался он БН-350, реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, 350 мегаватт мощности в Казахстанской Советской Социалистической Республике. Это поколение 4,
С этим никто не спорит, поэтому, когда вы где-нибудь читаете, что впервые в мире китайские специалисты построили реактор поколения 4, это неправда. Это не просто неправда, это грубая ложь. Реакторы БН-600 и БН-800 в составе Белоярской атомной электростанции, единственные энергетические реакторы на быстрых нейтронах, работают в России, работают исправно. Поколение 4 мы уже уверенно преодолели. Что касается реактора Брест-300, тоже быстрые нейтроны на свинцового теплоносителя, это уже не реактор, а целая энергосистема поколения 4, потому что здесь на одной площадке переработка облученного ядерного топлива и изготовление свежего ядерного топлива. Вот это действительно впервые в мире, осталось совсем немного, по плану в 2028 году мы это новые явления для атомной энергетики, для атомной науки должны увидеть воочию. Будем надеяться, что все будет успешно. Здесь вероятность ядерных аварий и катастроф, ну, на мой взгляд, совсем уж неотличима от нуля. В том случае, если произойдет, например, то же самое, что произошло в Фукусиме, нет никакого электрического питания, на Бресте-300 застынет свинец. На этом любые радиоактивные риски заканчиваются просто сами по себе, потому что это свинец. Так что значительный шаг вперед. Да, стало дороже, да, стало, может быть, не так удобно, но по-прежнему настроение по поводу перспектив реакторов большой мощности канальных у нас отсутствует на день сегодняшний. Что касается времени работы реакторов, РБМК действительно был относительно недорогой проект, расчетный срок эксплуатации 30 лет. Практика показала, что они работают уверенно и 50 лет. Да, есть большие сложности с тем, как дезактивировать такой реактор. Введенная радиация, она и в электрической части, поскольку вода набирает на радиацию, она несет ее и на турбины. Соответственно, весь этот металл надо дезактивировать, отдельная проблема. Что касается новых реакторов, ВВР, водно-водяных, у них срок службы, вот, ну, наш фланговый, флагманский проект ВВР-1200, проектный срок службы 60 лет. При этом специалисты считают, что на 20 лет он может быть продлен совершенно однозначно. Загадывать, можно ли продлить еще раз, не на 20, а на 40 лет, пока никто не намерен. Вот когда отработают 60 лет, когда получат первое продление, тогда и оценят. На самом деле, все, что требует замены, можно заменить, проблем нет, кроме корпуса реактора. Он одноразовый. Но после того, как была освоена технология так называемого отжига, идет радиационное охрупчивание, внутренняя часть корпуса принимает на себя огромный поток быстрых нейтронов, вот из-за этого возникают сложности. Но с ними научились бороться. Сначала отработали на реакторах ВВР-440, они физически поменьше размером. Сейчас технология отжига корпусов есть для ВВР-1000. Я думаю, что за то время, которое в запасе у Росатома есть, напомню, что первый реактор ВВР-1200 – это 2016 год, Нововоронежская атомная электростанция, наша, на самом деле, уникально тем, что там работали только реакторы ВВР. Ну, первые реакторы были ВВР-200, потом появились там же в составе Нововоронежской атомной электростанции ВВР-440, ВВР-1000, и вот там же работают теперь ВВР-1200. Ну, прибавьте к 2016 60, получите то время, когда специалистам надо будет задумываться о том, какими технологиями надо обладать, чтобы продлить срок службы на 100 лет. В этом случае вот такая у нас будет электростанция. На всякий случай напомню, что проектный срок работы газовых и угольных электростанций не превышает 40 лет. Другое дело, что в России угольные электростанции есть построенные при Иосифе Виссарионовиче и только что не при Николае II. И продолжают работать, как никто не знает, кроме тех, кто на них работает. Отдельное чудо техники. А здесь все это штатно. И я уверен, что интерес, который проснулся, прошел постфукусимский синдром, заканчивается зеленое безобразие, строить климатически зависимые энергосистемы могут только совсем уж нецивилизованные люди, я имею в виду, конечно, страны Европейского Союза.
Все остальные понимают, что базовая генерация, не зависящая ни от тучек на небе, ни от ветра на улице, ни от отсутствия снега, присутствия снега, водности и прочего, необходимо, иначе построить емкую объединенную энергосистему невозможно. А если нет такой возможности, значит, целый ряд отраслей экономики у вас либо не появится, либо, если мы говорим о Европе, просто умрет. Что лить сталь, работать на производстве цемента, работать с керамическими производствами, стекольными, если температура печи будет зависеть от того, есть тучи или нет, ну, не получится. Что мы и наблюдаем. Из Европы энергоемкие предприятия потихоньку уходят. Европа очень много говорит о том, что она будет строить атомные электростанции, но есть целый ряд стран, которые не говорят, а просто строят. Строит Росатом, не только Росатом. Китай строит пока только у себя, но, правда, построено несколько реакторов в Пакистане. Я не знаю, можно ли считать Пакистан для Китая зарубежной страной, ну, пусть политологи вам подскажут. Строят южнокитайские специалисты. В Индии идет строительство. Иран до начала событий начал строить собственные атомные электростанции по собственным проектам. Что с ними будет теперь, сказать сложно. Ведь целый ряд стран просто строят, не разговаривают о том, что это необходимо. В Европе много говорят. Отдельно действительно такой феномен, то, что начали строить в Соединенных Штатах, и сразу реакторы поколения 4+, но я думаю, об этом надо разговаривать отдельно. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.